Приветствую! Обзор-анализ-прогноз криптовалют. Началась новая неделя, а падение на биткоине и всем крипторынке продолжается. Практически все монеты окрашены в красный цвет, за исключением одной, которой даже нет на TradingView. Это же подтверждается и в таблице. Кроме нее, все монеты либо 0, либо минус. Биткоин у нас также продолжает свое падение. Напомню, что мы сбрили необходимые стопы, вышли у нас объемы на этом деле, посетили расчетную зону, которую можно сносить, и что у нас сейчас глобально на битке. Основной вариант — это коррекция ABC, в которой уже была волна А, волна Б, и сейчас мы формируем волну С. Ее целевая зона — это как минимум дойти вот до этих лоев. В район 30-31 тысячи это минимум. Но также существуют еще и другие сценарии без пробития этого лоя. Например, вот такой, который я рисовал еще в начале месяца. Вот такой треугольник. Он у нас будет актуален до тех пор, пока мы не сломаем вот этот лой в волне А. После его завершения нас ждет движение наверх. И рассматриваю еще вот такой вариант. Это с клином в волне 5. Здесь также он будет сломлен только если пробьет вот этот лой в районе 28 тысяч. До тех пор его нельзя сбрасывать со счетов, и он может продолжить свое формирование. В отличие от треугольника, здесь у нас не будет вылета наверх. Но пока для меня в приоритете все-таки остается вариант с АБЦшкой, в рамках которой нужно сходить еще пониже. Если смотреть локально, то я здесь по-прежнему, после того, как меня выбило из рынка, не вхожу в лонги. Разворота здесь по-прежнему нет, здесь просто я наблюдаю и жду нормальный сетап на вход. Если он будет до расчетной зоны или после нее, неважно, я дожидаюсь именно его, пока здесь явно нисходящее движение, и здесь в лонгах делать нечего. Если смотреть лонги и шорты, за 24 часа прибавились шорты плюс 5%, лонги немного сократились, но незначительно, минус 0,4%. На динамике видим, что потихонечку лонги идут в рост, шорты примерно на прежних уровнях, сегодня только немного прибавили. Также стоит учитывать и настроение, индекс страха и жадности находится в экстремальной зоне, достаточно низкий показатель, но бывало в последние дни и пониже. Бывало десятка, сегодня цифра 13. Вчера вот, например, даже было ниже, было 11. Слежу еще вот за таким индикатором. Здесь у нас индекс ФОМа, и по нему мы находимся в панике. Если сравнивать предыдущие лои, развороты, вот этот фиолетовый цвет должен преобладать, и мы видим, что сейчас его очень мало. В прошлый раз летом были даже цвета капитуляции. Сейчас этого нет. Еще недостаточно напуган народ. Логарифмические уровни биткоина также смотрю. Как и ожидалось, мы пробились еще на один уровень пониже и совершили здесь остановку. 34 500. Сейчас мы пошли еще ниже. На данный момент 33 200 цена. И раз мы его пробили, то следующий уровень это 31 500. То есть ориентировочно на данный момент мы туда и идем, на 31 500. И примерно с этих уровней можно ожидать разворот, потому что вот здесь даже на индикаторе видно дивергенцию. На объемах чуть ранее была дивергенция, объемы больше. Невозможно постоянно падать, хотя бы отскок в скором времени на биткоине состоится. Когда будет разворот, тогда и будем рассчитывать, до каких уровней будет отскок. Если же смотреть поведение китов, третий биткоин кошелек снова приобрел на выходных плюс 328 битков. 22 января он купил. Также еще один кит из Сальвадора, президент Сальвадора, снова на просадке у нас приобрел немножко битков. Он купил 410 монет. Хоть они и откупают, но вот этот показатель, за которым я постоянно слежу, он у нас показывает негативные значения. Напомню, что для роста голубая линия профитов должна быть выше красной линии. Именно так, как мы видим на истории, сопровождался рост. Падение у нас было на фоне как раз таки, когда красная линия была сверху. И сейчас мы видим, что красная не просто сверху, но она еще и отрывается, увеличивая расстояние. Это не очень позитивный сигнал для роста. Данный индикатор нам говорит о том, что падение еще более вероятно, нежели разворот и рост. Тем более выходит и в новостях негатив. Белый дом представит нормы регулирования криптовалют в феврале. Пугают, что уже через пару недель в США могут выкатить какие-то запретительные меры. Администрация президента США обнародует общегосударственную стратегию в отношении цифровых активов в феврале 2022 года. Они будут оценивать риски и возможности криптовалют. За последние 24 часа ликвидировано почти 103 тысячи трейдеров, забрали у них 320 миллионов. Конечно же, лонгисты потеряли больше всего, почти 77% из общей массы. Но вот что хочется отметить. Цена идет все ниже, обновляют лои, а ликвидации все меньше. То есть в лонги люди уже с меньшей охотой залетают и меньше ликвидаций в денежном выражении получают. Хотя по количеству по-прежнему высокий такой показатель. Больше сотни за сутки.
и это еще не предел падения у нас как раз идет в данный момент. Вот этот еще интересный индикатор, который мы рассматривали в недавних видео. У нас был вот этот пик, который показывает большой объем реализованного профита и потерь. Здесь мы видим красным отмечены именно потери. И вот здесь была проторговка вот этого пока пика еще не было. И мы отмечали, что летом была такая же ситуация, был пик, проторговка, потом перелой цены, еще больший пик и опять проторговка. Пока история повторяется. У нас был пик, проторговка, сейчас перелой, пик еще ниже. И если пойдет так же, то нас ждет небольшая проторговка по данному показателю и в плане цены. И затем еще один ценовой перелой, где реализованные потери уже будут меньше. Это и будет означать то, что выдавлена основная масса тех, кто хотел продать. И давить ниже уже смысла не будет. Как мы видим на истории, летом как раз таки большой рост позволил ликвидировать больше шортовых позиций, большой пик наверх. Информация о том, как ведут себя долгосрочные держатели, также дает надежду на скорый рост. Долгосрочные держатели на проливе немного сливали, но затем, когда цена пошла еще ниже, данные цены их, скажем так, заинтересовали, и они начали обратно откупать, тем самым накапливая свою позицию ходлера. Процент предложения биткоина, который находится сейчас в профите, он у нас стал ниже, чем был летом. На данный момент этот показатель равен примерно 68%. Все больше и больше людей оказываются в просадках. В прошлый раз примерно с этого значения произошел ценовой разворот. Один из первых индикаторов – резервный риск, который зашел в зону покупателя. Не просто где-то на середине застрял, как большинство сейчас индикаторов, а вот в данный момент он у нас пришел в зону, отмеченную таким зеленым прямоугольником, откуда предпочтительнее начинать откуп. Это не значит, что мы сейчас находимся на дне, но всякий раз, когда мы сюда приходили, в приоритете, конечно, был откуп, были покупки. И как только данный индикатор выходил из этой зоны, цена достаточно так безоткатно летела наверх и останавливалась только тогда, когда индикатор резервного риска посещал вот этот красный прямоугольник. Единственное исключение – это наш последний рост, когда мы сделали перехай. Однако данный индикатор не дошел до зоны разворота и полетел вниз в коррекцию, в которой мы сейчас находимся. Пока цикл не завершен, нельзя сказать, что данный индикатор не работает. Вполне возможно, что мы в скором времени развернемся и все-таки добьем до этой зоны и подтвердим действие и работоспособность этого индикатора. Но пока имеем, что имеем, показатель вернулся в область откупа. Резервы биткоина на всех биржах продолжают также снижаться. Вывод преобладает над вводом. Хэшрейт имеет также восходящую тенденцию, недавно обновлял максимумы и теперь с коррекциями продолжает идти наверх. При этом майнеры продолжают не продавать, активности с их стороны не наблюдается. И пару новостей про запрет криптовалюты в России. На прошлой неделе всех напугало заявление Центробанка, а сейчас в Госдуме заявили, что позиция Центробанка по отношению к криптовалютам рискует выставить Россию посмешищем. И что интересно, не только Госдума так считает, но и ФСБ, про которую говорили, что это именно ФСБ надавил на Центробанк, посоветовав, чтобы криптовалюты были запрещены из-за финансирования оппозиции. А сейчас вот пишут, что Госдума и силовые ведомства не поддержали Центробанк России в отношении криптовалют. Так это все и работает. Сначала все вроде заодно, а потом увидели негативную реакцию, поняли, что какую-то ерунду они предлагают, так сразу все открещиваются. Нет, нет, нет. Это все Эльвира Набиуллина, а мы-то тут ходул еще со школы. Как сейчас заявляется со стороны других ведомств, тотальный запрет криптоактивов должен быть максимально обоснован, с приведением конкретных, четких и понятных цифр и с объяснением того, что нам делать с людьми, у которых криптовалюта на руках. Пусть те, кто захочет запретить, нам объяснят, как они с практической точки зрения планируют это сделать, чтобы мы не выступали посмешищем на весь мир. Ну, конечно, с посмешищем и как они собираются запретить это, он, конечно, перегнул. Пример есть Китай, где все позапрещали, а кто против, тех судят и сажают. Да, все-таки есть кто из-под полы продолжает торговать и майнить, но это уже незаконно, и те, кто этим занимается, испытывают, так сказать, неприятный страх. Ну и также они упомянули о налогах. Как я и говорил, не будут они отказываться от криптовалют, от майнинга, потому что это очень классная и очень большая кормушка. Слишком много денег можно поиметь с этого в бюджет и не только. Павел Дуров проснулся и в Телеграме также накатал пост с критикой предложения Центробанка о запрете криптовалюты майнинга. Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако, рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, Центробанк предлагает выплеснуть с водой и ребенка.
как он выразился. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере. Дуров знает, о чем говорит, сам давным-давно уже свалил из России. По его мнению, запрет криптовалют неминуемо затормозит развитие более широкой отрасли блокчейн-технологий. Также стоит отметить, что неделя у нас непростая. В конце нее в пятницу 28 января состоится экспирация фьючерсов, на которой по традиции волатильность может быть повышена. И не только данное событие может повысить волатильность, также стоит отметить 26 января назначено заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США. Это будет в 22 часа по Москве. Также в этот же день и в это же время решение по процентной ставке ФРС. В 22:30 пресс-конференция ФОМЦ. В общем, среда, вечер может заставить колыхнуться цену не только биткоина, но и других рынков. И не обязательно это будет падение. Вполне возможно, в этот день мы увидим разворот наверх. Хотя бы на какую-то непродолжительную, либо продолжительную коррекцию в восходящем направлении. Стоит последить. Ну и напоследок позитивная новость для держателей монеты интернет-компьютер. Definity Foundation объявила о запуске первой децентрализованной биржи в сети интернет-компьютера. Sonic, так она называется. На логотипе никаких енотов, никаких соников, но буква S окрашена именно в синие цвета, как прямо Соник из мультфильма. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачной торговли и счастливо!